Масса трейлера в 20 раз больше массы легкового автомобиля, а скорость трейлера в 5 раз меньше скорости легкового автомобиля. Сравните кинетические энергии автомобилей. Массу трейлера обозначим большой буквой М, а массу автомобиля обозначим малой буквой М. Масса трейлера в 20 раз больше массы автомобиля. Можно записать это. Масса трейлера равна 20 масс автомобиля. А вот скорость автомобиля обозначим малой буквой В, 5 раз больше скорости трейлера. В будет скорость трейлера, В малая это будет скорость автомобиля. Нужно сравнить кинетическая энергия. Раз обозначим, что М это трейлер, масса его. М масса это легковой автомобиль. Скорость легкового автомобиля и В большое это скорость трейлера. Нужно сравнить их кинетическая энергия. Кинетическая автомобиля, кинетическая энергия трейлера. По формуле кинетическая энергия равна W равно МВ квадрат деленное на 2. Запишем, какие у нас будут кинетические энергии этих двух транспортных средств. Итак, кинетическая энергия автомобиля будет равна масса автомобиля М умножить на В. Вот это В маленькое в квадрате. Делить на 2. Кинетическая энергия трейлера будет равна чему? Массе, естественно, трейлера умножить на его скорость в квадрате и делить на 2. Давайте подставим вместо скорости автомобиля скорость трейлера. Она меньшая величина, а вместо массы трейлера поставим массу автомобиля. Итак, вот эта кинетическая энергия автомобиля тогда перепишется таким образом. Кинетическая энергия автомобиля будет равно масса остается, а в скобочках у нас будет вместо В вот это вот 5В. В скобочках 5В квадрат. Все это в квадрате делить на. Кинетическая энергия трейлера будет равна чему? Вместо массы его подставляем значение вот это соотношение 20М и на V квадрат деленное на. Делаем мы эти подставки для того, чтобы можно было при сравнении иметь одинаковые величины, чего-то сократиться, просто видно, как что сокращать. Раскроем это все. Кинетическая энергия автомобиля равна масса его умножить на 25, 5 в квадрате 25 и на V квадрат. И делить на V. Скорость трейлера, но мы ее перевели. Скорость автомобиля с учетом значения соотношения. Кинетическая энергия трейлера так и остается. 20 масс автомобиля, что множится на его скорость в квадрате деленное на. Теперь можем провести соответствующим образом сравнение. Разделим кинетическую энергию автомобиля на кинетическую энергию трейлера. Вот такое выражение. Это будет дробь. Подставляем значение кинетической энергии автомобиля. М умножить на 25, умножить на V квадрат, делить на знаменатель двоечка ушла. Теперь внизу в знаменателе будет кинетическая энергия трейлера. Вот это уйдет знаменатель, а двойка уйдет числитель. Так умножить на 20, умножить на V квадрат, а двойка ушла в числитель. Что здесь можно? Можно сократить двойку в первую очередь. Массы можем сократить. И V квадрат можем сократить. Что мы получили? 25 деленное на 20. Можем сократить еще на пятерочку. У нас будет 5 четвертых. Кинетическая энергия автомобиля, кинетическая энергия трейлера равно 5 четвертых или равно 1,25. Кинетическая энергия автомобиля равно 1,25 кинетической энергии трейлера. Больше, чем кинетическая энергия трейлера. Как видно, в этой очень простой задаче просто перевели соответствующие величины, чтобы можно было потом при сравнении их определить и сократить. Во всяком случае, можно было привести, если мы знаем, что скорость автомобиля больше в 5 раз, чем скорость трейлера, сюда подставить. Уже в дальнейшем можно говорить о том, что в каком-то месте они друг с другом будут взаимодействовать, их можно сократить. И то же самое масса трейлера в 20 раз больше массы автомобиля тоже можно было привести через массу автомобиля записать. В конечном итоге все это посокращалось, остались просто два числа, которые определили соотношение между кинетическими энергиями автомобиля и трейлера. Казалось, что автомобиль при его массе меньше, но зато скорость у него выше. Получили такое соотношение.